Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы приготовим не просто пирог, а настоящий праздник. Пирог «Дружная семейка» с яблочной начинкой, который превращается в булочки-розочки. Представьте, аромат корицы, теплые яблоки и нежное тесто. И утром за семейным столом только улыбки. Готовьте вместе со мной и ощутите тепло домашнего уюта. Приготовим опару. Возьмите теплое молоко, температура 35-38 градусов для наиболее активной работы дрожжей. Добавьте чайную ложку сахара из общего количества и прессованные дрожжи. Прессованные дрожжи можно заменить на сухие. Хорошо перемешайте до полного растворения сахара. Далее добавьте 3-4 столовые ложки с горкой муки из общего количества и размешайте до однородности. Накройте пленкой и оставьте на 20-30 минут до увеличения в объеме в 2 раза. Я убираю в духовой шкаф, предварительно нагреваю 30-40 секунд. Далее духовку отключаю и ставлю туда опару. Пока поднимается опара, приготовьте начинку. Растопите сливочное масло, добавьте сахар и дождитесь появления пузырьков. После чего добавьте яблоки, нарезанные кубиком. Я кожицу не снимаю, так как она тонкая и яблоки домашние. И обжаривайте яблоки до полуготовности. Всыпьте корицу. Далее добавьте изюм, предварительно промытый и обсушенный. А затем вмешайте кукурузный крахмал. Крахмал должен связать сок. Если яблоки очень сочные, можно добавить чуть меньше масла или чуть больше крахмала. После жарки яблок можно добавить немного лимонного сока, чтобы был легкий кисловатый оттенок. Переложите начинку в тарелку и остудите. Приготовим сдобу. В отдельную миску вбейте яйцо, добавьте соль, хорошо перемешайте, добавьте сахар, включая ванильный сахар, далее добавьте размягченное сливочное масло. Я прогреваю его несколько секунд в микроволновке. Перемешайте. В опару вылейте подготовленную сдобу. Еще раз перемешайте. После чего постепенно добавляйте муку. Рекомендую не добавлять сразу всю муку, потому что мука может быть у всех разная. Вначале замесите тесто в миске. Когда уже будет тяжело вымешивать, добавьте 1 столовую ложку растительного масла. Соберите остатки теста, крошечки, муку, выложите тесто на коврик и вымесите 7-10 минут до эластичной структуры. Скручивайте, раскручивайте, меняйте руки, чтобы отдыхали. Это тесто любит, чтобы его отбивали. В общем, над тестом нужно хорошо потрудиться. Вот такое тесто должно получиться. Мягкое, однородное, не забитое мукой. Далее смажьте стенки миски большего размера маслом.
Положите туда тесто. Накройте пленкой и утеплите полотенцем. Оставьте на 30-40 минут в теплом месте. Как я уже рассказывала, я ставлю тесто в духовку. Духовку можно предварительно разогреть несколько секунд, после чего отключить и поставить туда тесто. Можно включить лампочку, а можно рядом с миской с тестом поставить несколько стаканов с кипятком. После первого подъема сделайте обминку теста, после чего аналогично накройте пленкой, утеплите полотенцем и оставьте еще на 30-40 минут в теплом месте. Тесто подошло второй раз, сделайте обминку и раскатайте тесто в жгутик, после чего нарежьте на 18 кусочков по 39-40 граммов каждый. Я это делаю при помощи кухонных весов. Подкатайте каждый кусочек в шарик, после чего накройте пленкой и оставьте на 5-7 минут. Клейковина у муки расслабится и лепешки будет легко раскатывать. Сформируем розочки. Каждую заготовку раскатайте в лепешку. Положите в центр 1 чайную ложку с горкой яблочной начинки. Сделайте 3-4 надреза, не доходя до начинки несколько миллиметров. Каждый следующий лепесток должен быть больше предыдущего. Сформируйте розочку. Меньшим лепестком обогните начинку. Припыляйте пальцы мукой. Затем средним лепестком и затем самым большим. Расправьте лепестки. Розочка готова. Выложите сформированные булочки-розочки в форму диаметром 22 см по кругу. Формовки можно выкладывать не просто по кругу, а в форме спирали или венка, чтобы название «Дружная семейка» визуально отражалось. Или, например, по-семейному «Меньшие детки и один родительский шарик». Накройте полотенцем и оставьте для подъема на 20 минут. Форму я выстелила снизу пергаментной бумагой, бока ничем не смазывала. Смажьте розочки смесью из желтка и воды и дайте постоять 10 минут, чтобы смазка подсохла. За это время нагрейте духовку до температуры 190 градусов. Выпекайте пирог в течение 25-30 минут до золотистой корочки. В моей газовой духовке с нижним подогревом пирог выпекался 40 минут. Последние 5-7 минут я переставила его со среднего уровня на верхний для красивой корочки розочек. У всех духовки разные, поэтому ориентируйтесь на особенности своей духовки. Пирог «Дружная семейка» готов. Не правда ли? Он очень красив. Дайте пирогу немного остыть, достаньте его из формы, а затем посыпьте сахарной пудрой. Кроме сахарной пудры можно сделать легкую глазурь, сахарная пудра и лимонный сок и капнуть по розочкам. Сдобное тесто, мягкое как шелк, аромат яблок с изюмом и корицей, форма розочек, которая символизирует дружную семью, и результат – чудесная композиция из 18 булочек. Приготовьте чашечку чая и наслаждайтесь вкусом. Друзья, всю информацию о рецепте вы найдете в инфобоксе под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь своим результатом в комментариях. До новых сладких рецептов! Спасибо за просмотр!